Всем привет! Без лишних слов продолжаем распаковку бустеров Final Fantasy. Если тебе интересен мой контент, поддержи канал своим лайком, подпиской и комментарием со своими мыслями. Memories Returning. Редкое заклинание за 4 маны. Раскройте 5 верхних карт вашей библиотеки. Затем положите одну из них в вашу руку, затем выберите оппонента. Оппонент кладет любую из них вниз вашей библиотеки. Затем вы снова берете одну карту в руку, и снова оппонент кладет одну из оставшихся вниз вашей библиотеки. Остальные вы берете себе в руку. Также имеет обилку флешбэк за 9 маны, то есть вы можете сыграть эту карту из кладбища за такую вот стоимость. Сейфер Олмаси. Рарное существо за 4 маны со статами 3-4. Когда существо под вашим контролем атакует в одиночку, оно получает Double Strike до конца хода. Также имеет такую интересную способность, как Fire Cross. Когда он атакует вашего оппонента и наносит ему урон, вы можете использовать инстант или заклинание, стоимость которого 3 или меньше маны из вашего кладбища, не уплачивая за это его мана-стоимость. Если разыгранная карта должна была отправиться на кладбище, то вы ее изгоняете. Наконец-то, третья карта по 16-й финалке. Торгл, славная гончая. Существо за 2 маны, это всего лишь uncommon со статами 2-2. Когда вы кастуете свое первое существо в ход с типом человек, это существо получает баф +1/+1 за каждую собаку или волка, который есть у вас на столе. Также за поворот можно получить ману любого цвета. Кристалл тьмы. Редкий артефакт за 4 маны. Заклинание темной маны стоит на 1 ману меньше. Если существо не токен под вражеским контролем умирает, то вместо кладбища оно отправляется в изгнание, а вы получаете 2 хп. Также есть одна активная обилка, которая позволяет за 6 маны и поворот этой карты призвать существо, которое было изгнано кристаллом тьмы на поле боя под вашим контролем с 2 дополнительными каунтерами 1-1. Син. Наказание Спиры. Редкое существо за 7 маны. Имеет статы 7-7, полет, а также способность, когда Син выходит или атакует, изгоните перманентную карту из своего кладбища рандомно. Затем создайте тапнутый токен, который является копией этой карты. Если изгнанной картой оказалась земля, то нужно повторить процесс. Джошуа, доминант Феникса. Рарка, которая также относится к 16-й финалке. За 3 маны мы получаем существо 3-4 со способностью, когда Джошуа уходит, сбросьте до 2 карт. Затем возьмите столько же карт. Также есть активная способность. За 5 маны и поворот мы изгоняем Джошуа с поля боя, затем возвращаем его обратно трансформированным под вашим контролем. После трансформации Джошуа превращается в Феникса, смотрителя огня, со статами 4-4, полетом и лайфлинком. Это существо сага с 3 главами. Первые 2 главы Феникс наносит 2 урона каждому оппоненту. Последнюю же главу активируется способность Пламя Перерождения, которая позволяет вам вернуть сколько угодно существ с вашего кладбища общей стоимостью до 6 маны, а затем изгоняет Феникса и возвращает его обратно на поле боя в виде Джошуа. Сид, вечный мастер. Несмотря на то, что это всего лишь uncommon, стоит эта карта очень
неплохо. За 4 маны мы получаем 4/4, а его способность дает всем артефактам и картам типа герой под нашим контролем +1/+1 за каждого сида под нашим контролем или же в нашем кладбище. Еще одна его способность позволяет нам иметь в нашей деке любое количество аналогичных карт с таким же названием. Причем в выпуске МТГ по финалке таких карт примерно 15 штук. Также имеет способность сайклинг за 2 маны, позволяющую нам скинуть эту карту и взять другую карту. Экскалибур 2, редкий артефакт за 1 ману, получает каунтер чарджа каждый раз, когда вы хилитесь, и за каждый этот каунтер существо, которое экипировано этим артефактом, получает +1/+1. Тут у нас анкамонка, перепечатка Lightning болта, инстант за 1 ману, наносящий 3 урона любой цели. В принципе, ни по цене, ни по редкости ничего примечательного, но арт очень красивый. Лунный кит. Редкий артефакт транспорт. За 4 маны получаем 3/5 с полетом. Позволяет вам посмотреть вашу верхнюю карту библиотеки в любой момент. Также, когда лунного кита атакуют в вашем ходу, вы можете сыграть верхнюю карту вашей библиотеки. Ваан. Начинающий небесный пират. Это анкамонка, 2 маны, 2/2. Карта из дополнительного листа выпуска, но ни ценой, ни артом не блещет. Арт скорее больше похож на скриншот. Имеет хосту. Также, когда атакует, создает трежер токен. И когда вы жертвуете этот трежер токен, он получает +1 силу. По итогу за 6 паков выпала откровенная пыль. Ситуацию спасли только пару карт с красивыми артами и 2 карты по 16-й финалке. Больше ничего интересного в этот раз не выпало. За 6 паков примерно $10. Это у нас меньше $2 на пак. Пока что самое худшее открытие паков. Но будем надеяться, что в дальнейшем будет что-то действительно интересное, редкое, ценное. Ну а если вам было интересно это видео, вы можете поставить лайк, подписаться, написать любой комментарий, свои мысли по этому выпуску МТГ. Ну а пока я с вами прощаюсь.